Истории инки из Лапландии. Шаманка Инка и последний рев Мохты. Часть 1. Ночью, когда солнце находилось в самой высокой точке на небе, а цвет неба был всех цветов радуги, в глубине леса под сводами вековых елей шел Мохта, медведь-оборотень. Его шаги были тяжелыми, но бесшумными, как сама ночь. Дыхание Мохты напоминало рев ветра, притаившегося в его могучем теле, а в глазах тлели два уголька. Не понять, то ли человеческие, то ли звериные, и в их свете отражались века одиночества. Мохта жил среди людей. 300 лет он ходил среди них в человеческом облике, жил в селениях, возводил дома, смеялся у костра, пел старинные йойки и, казалось, был таким же, как все. Никто даже не догадывался, что в груди этого человека не билось сердце. Там, где у всех пульсирует жизнь, в нем жил холод, древний, как безлунная ночь над тундрой. Мохта жил, крадя чужие сердца детей. Раз в 300 лет, когда старое сердце начинало угасать, он слышал зов Руты. Тогда человек исчезал, и на его месте пробуждался Мохта, медведь-оборотень, чтобы вновь продлить свое существование, похитив сердце ребенка, чистое, светлое и живое. За спиной у него висел мешок из кожи морского тюленя. Он шел, не оглядываясь, и мешок тихо шевелился от ровного дыхания спящего мальчика. В груди ребенка билось сердце, и каждый его удар отзывался светом в темноте. Этот свет мог бы осветить самую темную пещеру, мог бы растопить лед, сковавший душу Мохты. Но зверь шел дальше, не зная, что несет на спине не очередную добычу, а свою судьбу. Мальчика звали Нилас. Он был не таким, как другие дети в деревне. Пока они соревновались в беге по мху или ловили рыбу в холодных ручьях, Нилас тихо сходил с тропинки и уходил в лес. Туда, где вековые ели стояли, как страж древних сказаний, а ветер шептал слова, понятные лишь избранным. Он любил сидеть на старом, покрытом мхом камне у подножия холма, закрывать глаза и слушать, как дышит лес и как поет ветер. В этих звуках мальчик слышал истории о северном сиянии, которое танцует, чтобы согреть одинокие сердца, о мудрых совах, что помнят все с самого начала мира, о далеких озерах, где вода такая тихая, что отражает небо, как зеркало. Нилас не просто мечтал, он видел. В его воображении простирались снежные равнины, по которым олени бегут по небу, маленькие домики, висящие на облаках. И он верил, что однажды лес сам откроет ему тропу в эти чудесные места. А пока он просто мечтал, и лес понимал его. Мохта подкрался, как тень. Его шаги были слышны, дыхание тяжелое, будто само небо сдерживало воздух. В глазах его горели два тлеющих уголька. Лапы осторожно обвили мальчика, и прежде чем Нилас успел вскрикнуть, тьма накрыла его, как покрывало. Крик застрял между мирами, между жизнью и сном. Без слов Мохта уложил мальчика в мешок из кожи морского тюленя. Ни одно заклятие не могло прорвать его ткань, ни один луч света заглянуть внутрь. Только скрип костяных пряжек разнесся в лесу, похожий на шепот забытых слов, что время пыталось стереть, но не смогло. «Ты будешь спать!» — сказал Мохта. Его голос был низким и глухим,
спать так долго, пока я не заберу твое сердце». Мешок дрогнул, ребенок внутри шевельнулся, словно борясь с самим сном. Но там было холодно и темно, как в глубине забытого кошмара. Лес замер. Даже ветер не осмелился шелохнуться, слушая шаги ночного вора. Мохта шел, и тьма стелилась за ним мягким покрывалом, послушная, как тень. Его следы исчезали, едва коснувшись земли, а деревья медленно смыкались за ним, будто старались скрыть древнюю тайну.